К 2025 году исполнилась мечта евразистов, антиимпериалистов и прочих оппонентов существующего положения вещей. Мир стал действительно многополярным. Многополярность это заключается в том, что для разных частей света, стран, политиков и групп в мире есть разные главные враги. Для либерального Запада Владимир Путин. Для консерваторов в Америке и Европе Китай, неуклонно превращающийся в сверхдержаву-конкурента. Для левой общественности главный враг – израильский премьер Биньямин Нетаньяху, ведущий войну в Газе. Для Израиля и его союзников по понятным причинам главное зло – это так называемая ось сопротивления, то есть Иран, Хамас, Хизбалла и всякие там хуситы, воюющие с Израилем. Ну и еще есть, конечно, Путин, тут вы знаете. Однако всего-то 20 лет назад, в 2000-х, все было не так. У большей части мира, и уж точно у Запада и его окружения, в которое тогда, кстати, входила и Россия, главный враг был один, и звали его международный терроризм. Представлен он был разными группировками, и в чем и заключалось новшество противостояния. Тем не менее, один человек считался главным лидером терроризма и, соответственно, главным врагом личностью. Речь об Усаме бен Ладене, лидере группировки Аль-Каида, о котором 11 сентября 2001 года узнал весь мир. О бен Ладене сегодня и поговорим. Только сначала напомню, в описании вы найдете инструкцию по обходу российских блокировок. В ней же VPN Liberty спонсор рубрики, у которого бесплатный пробный период 30 дней без привязки карты. Самый известный террорист в мире родился не в разрушенной войной и разграбленной маленькой стране, как можно было бы подумать, а в Саудовской Аравии, в семье миллиардера. Его отец руководил респектабельным бизнесом, крупной строительной компанией Bin Laden Group, которой семья владеет до сих пор. Фирма эта прямо сейчас строит, например, башню Джидды, которая станет первым километровым небоскребом и самым высоким зданием в мире вместо Бурдж-Халифы. Поэтому взгляды Бен Ладена сформулировались не от тяжелой жизни, а, так сказать, от серьезных раздумий и анализа геополитической обстановки. Вот так мы с вами сидим дома, читаем интернет, смотрим YouTube и становимся экспертами по далеким конфликтам. Также и Бен Ладен принял решение стать защитником ислама. Общее его убеждение в том, что от мусульманских государств все должны отстать и в их политику не лезть, даже если влезание это происходит с согласия самих стран Ближнего Востока. То были 80-е, и в политику мусульманских стран лез тогда Советский Союз, шла афганская война, в которой СССР войсками поддерживал местное коммунистическое правительство. Бен Ладен же сделал ставку на противостоящих СССР маджахедов, вложился деньгами и занялся поиском новых арабских бойцов. Эти ресурсы впервые сделали его известным. Маджахеды в итоге победили, советские войска покинули страну, но никакого спокойствия Афганистану это не принесло. Тогда же Бен Ладен основал свою исламистскую группировку, которую назвал Аль-Каида, что означает «основа» или, «база». Смысл группировки был в том, чтобы организовать разобщенных исламистов и стать острием джихада, а цель в установлении исламистского правления в мусульманских странах, которые должны, жить по законам шариата и без какого-либо влияния извне. Базовичок, можно сказать. Как мы знаем, главным врагом Бен Ладена и Аль-Каиды в итоге стали Соединенные Штаты, и коллективный Запад в придачу. И в этом, в каком-то плане, виноват Саддам Хусейн, диктатор Ирака, который много лет воевал с Ираном, и война та закончилась статус-кво, а деньги иссякли. Пополнить бюджет Саддам решил из казны соседнего государства и захватил небольшую, но богатую страну Кувейт, зажатую между Ираком и Саудовской Аравией. Саудитов такое развитие событий взволновало, потому что у Саддама были грандиозные планы по объединению арабского мира, и захват Кувейта выглядел лишь первым шагом. Бен Ладен тогда пришел к правительству родной Саудовской Аравии и сказал: «Вот моя ЧВК Аль-Каида с отборными бойцами. Давайте мы вас будем защищать от Саддама». Саудовские военные посмотрели на отряды Бен Ладена, не сильно впечатлились и отказали. Вместо этого король позвонил американскому президенту Джорджу Бушу-старшему и сказал, что, ситуация караул, идите сюда и помогайте. Американцы в итоге приплыли и раздавили армию Ирака за пару недель, освободив Кувейт и успокоив саудитов. Как вы уже поняли, это была война в Персидском заливе, о которой у нас недавно вышел ролик. Бен Ладену все происходящее категорически не понравилось, и он решил действовать. Как? Скажем, после объявления от создателей новогоднего шоу.
С самого детства мы привыкли встречать Новый год с телевизором, где знакомые звезды, вся та же атмосфера праздника, бой курантов в полночь. И ваши родные подпевают знакомым с детства песням, пока чистят мандарины, пьют шампанское или накладывают себе оливье. С 2022 года эта традиция сломалась напрочь. Персонажи из телевизора теперь совсем отвратительны, даже фоном их пускать неохота. Поэтому появилась альтернатива – «Мирные огоньки». Это новогоднее музыкальное шоу с артистами, которых вы не увидите на федеральных телеканалах. В этом году организаторы обещают Би-2, Noise MC, Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича и многих других. Финальный состав участников вот-вот заспойлерят, так что подписывайтесь на соцсети «Мирных огоньков». Шоу стало настолько популярным, что за последние 2 года «Мирные огоньки» посмотрели миллионы зрителей, семьями и компаниями в разных часовых поясах страны. В этом году создатели «Мирных огоньков» учли пожелания зрителей. В этом году шоу будет не просто набором музыкальных видео, а новогодним форматом, как по телевизору, с ведущим программы и гостями. У этого проекта нет миллионных бюджетов телевизионных компаний. Это полностью некоммерческая история, которую делают люди, находящиеся в разных странах. Шоу существует благодаря вашим просмотрам и поддержке. Сейчас съемки «Мирных огоньков» уже подходят к концу, но чтобы выйти в срок к Новому году, проекту нужна ваша помощь. На создание проекта требовалось собрать 78 тысяч евро до Нового года, чтобы организаторы смогли оплатить все расходы. Деньги нужны, чтобы расплатиться за аренду студии и оборудования, возместить расходы команде, оплатить программы для постпродакшена и работу монтажеров. Поэтому очень важно поддержать «Мирные огоньки» сейчас и не ждать с этим до Нового года. Ссылки, чтобы их можно было поддержать или подписаться на соцсети, под видео. Надеюсь, вы хорошо проведете время в Новый год с этим шоу. Продолжаем. Мы говорили о том, как враг номер один предложил Саудовской Аравии свою защиту от Саддама, а та отказалась и позвала на помощь американцев, которые в усмирении иракского диктатора нешуточно преуспели. Бен Ладену все происходящее категорически не понравилось. В его глазах мусульманская Саудовская Аравия совершила огромную ошибку и вообще предала ислам, потому что положилась на американские войска и к тому же плюс-минус толерантно отнеслась к Израилю, а не попыталась его сразу уничтожить, что уж вообще совершенно никуда не годится. Выражать свое мнение Бен Ладен не стеснялся. За это королевские спецслужбы начали его притеснять и в итоге выгнали из страны. После чего Бен Ладен окончательно понял, что Америка — это дьявол, и начал планировать с дьяволом борьбу. Сначала побежденный, но не сломленный Бен Ладен обосновался в Судане, а затем в Афганистане, который к тому времени уже был под контролем Талибана, другой исламистской группировки, которая умудрилась все-таки построить шариатский рай в отдельно взятом государстве. Джихад Бен Ладена против Америки не начался с 11 сентября, были и другие нападения. Самым известным стали 2 из них. В 1998-м Аль-Каида устроила 2 одновременных взрыва в посольствах США в Танзании и Кении. Погибло более 200 человек. В 2000-м 2 террориста-смертника Аль-Каиды на набитой взрывчаткой лодке врезались в американский эсминец Кол у берегов Йемена. Тогда погибли 17 американских моряков. После этих атак угрозу, которая исходила от Бен Ладена и Аль-Каиды, американские спецслужбы осознали в полной мере. Однако атаки 11 сентября предотвратить так и не смогли. Одна из причин во внутренней конкуренции среди американских силовиков. Разведчики ЦРУ и агенты ФБР вели параллельное расследование, друг друга не любили и информацией делились неохотно. За месяц до терактов информация о готовящемся нападении все-таки дошла до стола президента Буша-младшего, но деталей у самих разведчиков все еще было недостаточно, чтобы плану Бен Ладена как-то помешать. 11 сентября террористы захватили 4 самолета. 2 направили в башни-близнецы в Нью-Йорке, 1 в Пентагон. На последнем пассажиры начали бой с террористами, и самолет рухнул в Пенсильвании. Обе башни Всемирного торгового центра и одно крыло Пентагона рухнули. Мир облетели жуткие кадры. За одно утро погибли почти 3000 человек. 11 сентября оставила огромный след в сознании не только американцев, но и без преувеличения всего мира. Это была самая смертоносная террористическая атака в истории, совершенная относительно неизвестным врагом и фактически парализовавшая жизнь в целой стране. Десятилетие до этого у Америки было спокойным и счастливым. Холодная война закончилась, экономика пошла в рост, все обсуждали похождения президента Билла Клинтона. 11 сентября же поставила на всей этой безмятежности крест и ввязала Америку в новые войны на десятилетия. Поэтому американцы до сих пор делят современную историю США на 2 части – до терактов 11 сентября и после.
Чтобы найти и наказать Бен Ладена, Соединенные Штаты начали войну, вторглись в Афганистан. Талибан, правивший тогда страной, выдавать Бен Ладена отказался, и Америка решила забрать его сама. Но не вышло. Кабул взяли, а террорист номер 1 ускользнул и исчез. Американцы, естественно, не переставали его искать, поэтому Бен Ладен пропал с радаров и перестал появляться на публике. Периодически Аль-Каида выпускала видео и аудиозаписи с подтверждением, что Бен Ладен жив и легитимен. На них Бен Ладен объяснял, почему атаковал Америку, и призывал вывести войска из Афганистана и Ирака. Поиски продолжались. Обнаружили Бен Ладена только через 10 лет после терактов 11 сентября, уже при президенте Бараке Обаме. Самый разыскиваемый человек на планете прятался не в пещере и не в лесу, а в пригороде одного из крупнейших городов Пакистана. Там для Бен Ладена был построен большой дом с высокими стенами и охраной, в котором он сидел безвылазно, без телефонов и интернета. План действий американцев простой. Отправляем спецназ, те находят Бен Ладена и навсегда решают эту проблему всего человечества. Номинально у миссии задача взять Бен Ладена живым, но все прекрасно понимают. Для рейда выбирают спецназ военно-морского флота, которых по традиции называют морскими котиками, а саму операцию называют «Копьем Нептуна». Чтобы их не засекли пакистанские радары, бойцы вылетают на 2 вертолетах из Афганистана, держа крайне небольшую высоту, и все это в холмистой местности. По плану, когда морские котики добрались бы до виллы Бен Ладена, первая группа должна была выкинуть специальные тросы и спуститься на крышу здания по ним. И вот оба вертолета зависают на позиции, но один из них повреждает главный винт и терпит крушение. Спецназовцы, тем не менее, выживают, находят укрытие за гостевым домом и по команде взрывают его стену. Крушение вертолета, естественно, производит много шума и привлекает внимание. Вот-вот могут нагрянуть как минимум пакистанские вооруженные силы, а люди на территории виллы мобилизоваться. Но ничего подобного не происходит. Внутри спецназовцы встречают незначительное сопротивление. В них пытается стрелять курьер Бен Ладена, почему-то курьер, но его устраняют. После перестрелок группа продвигается вглубь территории, пока не достигает самой виллы, где террорист живет с семьей. Успевает нейтрализовать брата и старшего сына Бен Ладена. Те просто не успевают дотянуться до оружия. У виллы несколько этажей. На дворе вечер, и в помещении темно. Но один из бойцов замечает движение на 3-м этаже, и отряд направляется туда. Там единственная дверь, за ней находятся Бен Ладен и его жена. Спецназ находит их и открывает огонь. Жена Бен Ладена ранена, сам враг номер 1 убит. В это время у дома уже собирается толпа местных. Люди хотят понять, что происходит. Владеющий местным языком американский солдат выходит к ним и сообщает: тут проходит пакистанская военная операция. Не на что тут смотреть, пожалуйста, не мешайте проходу граждан. Расходитесь. Тело Бен Ладена спецназовцы забирают с собой, чтобы опознать со 100% точностью. После опознания тело погружают на военный корабль, омывают, отпевают по исламским традициям и хоронят в Индийском океане. В Америке смерть Бен Ладена становится настоящим праздником. Обама объявляет об операции в речи из Белого дома. Все телеканалы переходят в новостной режим. На матче по рестлингу толпе о смерти террориста сообщил лично Джон Сина. Да, праздник по поводу смерти звучит кощунственно, но все-таки речь шла о Бен Ладене, главном враге Америки и всего западного мира, убившем одним днем 3000 человек в башнях-близнецах и Пентагоне. Как после смерти Сталина западный мир танцевал и рестораны разливали бесплатный борщ, так и после смерти Бен Ладена американцы глушили пиво под фейерверки и крики USA. Зато на прошедший рейд чрезвычайно негативно отреагировали в Пакистане. Во-первых, американскую операцию с Пакистаном не согласовывали. Американцы просто прилетели на своих вертолетах через границу, убили Бен Ладена, забрали его тело и смотались. А уже после этого из Вашингтона позвонили в Исламабад и сообщили, что, мол, такие дела, мы тут, немного поработали у вас. Легче попросить прощения, чем спрашивать разрешения, как говорят в Америке. Пакистанцам это, естественно, не очень понравилось, потому что сами они толком ничего не заметили, пока чужие войска на их территории проводили операцию тысячелетия. Во-вторых, сам факт того, что Бен Ладен сидел у них под носом, вызывал огромные вопросы. И под носом это даже не особое преувеличение. Дом Бен Ладена находился недалеко от центра города Абботабада, который сам по себе не так далеко от столицы страны Исламабада. Это как если бы у нас Шамиль Басаев прятался в частном секторе в Коломне, в доме с тарелкой Триколор ТВ. А еще дом находился в километре от главной пакистанской военной академии. И вот там вот, у входа в логово врага, Бен Ладен много лет жил незамеченным, пока американцы не вычислили его силой 10 разведслужб.
Естественно, сразу же появилась версия, что Пакистан Бен Ладена и укрывал, несмотря на союзничество со Штатами. Пакистанцы это отрицали, и что там было на самом деле, мы не узнаем. Прямо во время рейда фотограф аппарата Обамы сделал фотографию в ситуационной комнате Белого дома, на которой руководители операции наблюдают за происходящим. За столом собрались президент Обама, вице-президент Джо Байден и госсекретарь Хиллари Клинтон, а также генералы и чиновники, в том числе будущий госсекретарь Энтони Блинкен. Это фото стало символом операции и одной из самых известных фотографий 21 века. Смерть Бен Ладена действительно стала долгожданной победой для США, но войну с терроризмом не остановила. Америка постепенно вывела войска из Ирака, но осталась в Афганистане еще на целых 10 лет, а по пути ввела войска в Сирию, где разразилась гражданская война. Как мы помним, целью Бен Ладена было сделать так, чтобы Соединенные Штаты ушли с Ближнего Востока и не мешали правильным мусульманам строить правильные исламские общества. К этой цели он точно не приблизился. Саудовская Аравия по-прежнему важнейший союзник Америки, и американские военные базы там остаются. Израиль тоже никуда не делся. Более того, дело вообще шло к установлению официальных отношений между Израилем и Саудовской Аравией, пока Хамас не устроил атаки 7 октября, начав новую войну. Сама же Аль-Каида никуда не делась. Сирией вон теперь руководит ее бывший член, новый переходный президент Ахмед Аш-Шара. Тем не менее, американская война с терроризмом сильно Аль-Каиде навредила. Помимо Бен Ладена, многие ее лидеры были убиты, а лагеря и базы уничтожены. В итоге современная Аль-Каида состоит из разрозненных ячеек в разных странах, от Афганистана до Африки, где ведет борьбу либо с местными правительствами, либо с другими террористами. В 2010-м Аль-Каиду на позиции главных террористов планеты сменил ИГИЛ, или Исламское государство, выросшее из иракской ячейки Аль-Каиды. Амбиции у этих ребят были побольше. В отличие от Аль-Каиды, ИГИЛ планировал создать настоящий мировой халифат, где все будут жить правильно в понимании исламистов. Отличие ИГИЛа было и в том, что он гораздо менее персонифицирован в каком-то одном человеке. Да, конечно, был лидер Абу Бакр аль-Багдади, на которого американцы тоже охотились и в конечном итоге нашли и убили. Но по сравнению с Бен Ладеном он не особо свою личность выпячивал. ИГИЛ скорее воспринимался как какая-то безликая сила природы, толпа безымянных террористов и повстанцев, захватывающих территорию, а не движение последователей конкретного плохого человека. А теракты, которые устраивали сторонники ИГИЛ в Европе и в России в 2010-х, проводились в основном самими этими сторонниками. Не было такого, что где-то в центральной штаб-квартире исламского государства запланировали великое нападение на погрязших во грехе врагов. Поэтому Аль-Багдади и его наследники так и не заняли в головах людей место главного злодея на планете, которое занимал Бен Ладен. Политическую историю 21 века часто начинают отсчитывать именно с терактов 11 сентября. Однако, построенное Бен Ладеном движение за прошедшие 2 десятилетия своих целей так и не добилось. Бен Ладен был мировым террористом номер 1, самым ненавидимым человеком в мире, но даже в рамках его идеологии никакого наследия на века он не оставил. Плохо быть злодеем. До завтра.